Добро пожаловать в 5-й сезон «Безвиза». Мы на Канарах. И скажу сразу, эти острова превзошли все мои ожидания. На Канары я отправился вместе со своим хорошим другом Сашей Буратынским, которого вы можете помнить с 3-го сезона про Португалию. С Саней мы исколесились 6 из 7 Канарских островов за 2 недели, в том числе посетили максимально непопсовые и неизвестные. И теперь расскажем, почему эти маленькие точки на карте обязательны к посещению. Как всегда, к сезону прилагается маршрут нашего путешествия. Приобрести его можно на нашем портале T-Travel.me, ссылка в описании. Погнали! Это 5-я серия сезона про остров с очень красивым, но сложным названием Фуэртевентура. С островом Фуэртевентура, как и с Лансароте, у меня есть четкая ассоциация. Если Лансароте – это лавовые поля, то Фуэртевентура – это песчаные дюны, широченные пляжи и равнины желто-коричневого цвета. Свое путешествие на этом острове мы начали с северного маяка и проехали до самого юга. Там, кстати, тоже есть красивый маяк, его я покажу позже. Посмотрите на этот белоснежный песок. Ну красота ведь! Еще на Фуэртевентуре вы однозначно наткнетесь на ветряные мельницы. Это один из символов острова. Некоторым из них более 200 лет. Думаю, вы уже обратили внимание на большие волны у берегов этого острова. Как и Лансароте, Фуэртевентура очень популярна среди серферов. Волны здесь на любой вкус, особенно в сезонах осень-зима. Ну, а мне нравится, что многие пляжи максимально дикие. Нетронутая природа всегда лучше зонтиков, шезлонгов и плохой музыки из кафешек. Ну и, конечно же, здесь есть сверхэпичные места, о которых многие туристы не догадываются и которые просто так не найдешь. Сейчас я покажу вам одно из них. Наслаждайтесь. В этом месте очень сильное обратное течение и мощнейшие прибрежные волны, которые выбрасывают на берег огромную груду мелких камней. Купаться плохая идея, а вот смотреть на это зрелище и слушать оркестр духовых и ударных звуков океана можно долго. Но главная жемчужина этого места, конечно же, скала. Уникальное творение природы. Вы же тоже видите профиль человека?
обязательно заберитесь через лицо на обратную сторону скалы. В этом месте и так очень мало людей, но забравшись за скалу, вы изолируетесь от любых посторонних глаз и звуков. Только океан и заходящее солнце. На утро мы отправились на еще один довольно необычный пляж с широченным полузатопленным берегом из-за отлива. Днем здесь уйма народу и совсем не атмосферно, а вот на рассвете место очень заряжает. Вспоминайте мои слова из предыдущей серии и почаще встречайте рассветы в путешествиях. Естественно, в таком ландшафте Вилсон, мой коптер, получил свой звездный час. Посмотрите на облеты, которые ему удалось заснять. И вот мы добрались до того самого маяка на юге, о котором я говорил в начале серии. Какой маяк вам понравился больше? Я до сих пор не могу выбрать. Снова огромные волны, снова бескрайние желтые равнины. Серия потихоньку подходит к концу, и Фуэртевентуре уже ничем не удивить, подумаете вы. Но есть еще кое-что. За последней дверью. В последний вечер на Фуэртевентуре мы поехали к очень труднодоступным пляжам. Добираться пришлось долго и по плохой дороге, но черт побери, это того стоило.
Здесь мы отсняли, я считаю, несколько лучших кадров за всю поездку. Некоторые очень напомнили мне фильм «Достучаться до небес», а некоторые какое-то мрачное фэнтези. Очень горжусь теми кадрами, которые получились. Лучшего прощания с Фуэртевентурой невозможно было пожелать.